Привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал Na'Vi Junior. С вами, как всегда, Яна. И прямо сейчас со мной на связи один из игроков команды Na'Vi Junior. И это Марк Unbroken. Привет, Марк. Всем привет. Это наше с тобой первое интервью, и, конечно же, хотелось бы записывать именно это видео при других обстоятельствах и в мирное время. Но так сложилось, что в Украине все еще продолжается война, которую развязала Российская Федерация 24 февраля. И вы все прекрасно знаете нашу позицию нашей организации. Мы говорили, говорим и будем говорить о том, что происходит в нашей стране. И это коснется абсолютно каждого. И тех, кто аполитичен, хоть речь вовсе не о политике уже, и тех, кто не смотрит новости, дабы не портить себе настроение, и даже тех, кто не может, либо же не хочет говорить неудобную правду, дабы не потерять свою свободу, либо же не потерять свою аудиторию. Поэтому и это интервью мы начнем с того, как для тебя началось утро 24 февраля, где ты был, и как ты вообще узнал о том, что в Украине началась война. 24 февраля я был дома. Э, Узнал я из новостей сразу после того, как проснулся. э, Пошел в Телеграм, почитал новости. Там писали о каких-то взрывах. Я вообще не понимал, что происходит. Вот. Потом уже как бы вышел из комнаты, пообщался с родителями и понял, что все началось. Но как бы сразу была какая-то тревога, непонимание, что происходит, какой-то страх. Вот. Ты помнишь первое сообщение, которое ты получил от кого-то или кому то отправил о том, что в Украине началась война? Ну, я просто списался со своими близкими друзьями, спросил, как у них дела. Вот, и мы пообщались, поинтересовались, что кто будет делать. А кто тебя вообще поддерживал в тот момент? С кем ты общался тогда? Это просто в основном общался с родителями, с братом, с друзьями близкими. Ну, очевидно, вы общались с тиммейтами, с командой, с Амираном в частности. Да, общались. Амиран вас в этот момент, насколько я знаю, очень хорошо поддерживал. Да, поддержка Мирана очень помогла. На нашем канале уже вышло интервью с игроками Na'Vi Junior, где они рассказали свою историю и о том, как они узнали, что произошло в нашей стране. Поэтому, если вдруг вы не видели, то обязательно посмотрите. И вот как раз в этом интервью наши парни говорили о том, что именно КС помогает им как-то отвлекаться и абстрагироваться от всех тех жутких новостей, которые нас окружают. Когда ты впервые сел за ПК, и помогает ли тебе КС как-то отвлекаться от всего, что происходит вокруг? Ну, за пока я сел там через день почти сразу. Мне очень КС смогла отвлечься от всего. Я играл все время. Вот, но именно первые дни я почти все время смотрел новости и иногда играл. А потом уже где-то через неделю я уже начал играть почти все время. Сложно было сконцентрироваться первое время на тренировках? На самом деле нет, потому что мы начали тренироваться уже спустя некоторое время после начала войны, и как бы, ну, я привык уже как бы к этому. Вы продолжаете оставаться, я так понимаю, во Львове. Насколько там сейчас безопасно, какая там вообще обстановка? Ну, относительно недавно были взрывы, сирены периодически звучат, и, ну, как бы, Ну, в общем, неспокойно. да, по сравнению с другими городами спокойно. Я очень сильно надеюсь, что в скором времени эта война закончится нашей победой, и предстоящую Академлигу мы будем уже отыгрывать в мирное время. Вот, кстати, по поводу Академлиги. Приступили ли вы уже к тренировкам перед этим турниром, или пока Даня находится в Дюссельдорфе вместе с основным составом, вы только индивидуально тренируетесь? Мы тренируемся, э, уже готовимся к предстоящим турнирам. К Академлиге или каким-то другим турнирам? Ну, как и у нас главный фокус на Академлиге, но к другим турнирам также готовимся. Как тебе вообще Данька на ЕПЛ, а как тебе вообще его игра на этом турнире? Мне очень понравилось, когда не сыграл, несмотря на не свои позиции, он себя очень круто проявил. В целом мне очень понравилось. Насколько я знаю, вы всей командой полностью целиком его поддерживали в этот момент и до первого матча, и также вы немного сместили тренировку для того, чтобы все вместе посмотреть его дебют на ЕПЛ. Да, так и было. Все вместе его поддерживали. Хорошо, давай тогда с тобой обсудим, как вообще ты познакомился с игровой индустрией, кто тебе в этом помог, и помнишь ли ты первую игру, которую ты сел поиграть за ПК? Ну, с игровой индустрией меня познакомил мой друг. Я к нему ходил в гости, и там я первый раз запустил КС у него на компе. Именно КС была первая игра. Да, Сколько тебе было лет?
Но это было относительно давно, я точно не помню. Это, наверное, был еще CS 1.6. Нет, CSGO. CSGO. Пробовал ли ты CS 1.6? Не, никогда не играл. Не было желания даже попробовать. Да, на самом деле нет, потому что мне сама графика не нравится. Мгм. Как сам думаешь, чем именно CSGO тебя так зацепил? Но в CS очень прикольные скины. Мне очень нравится, как они выглядят. Мне кажется, что это единственная игра там, где скины настолько крутые. Мгм. Ты вот говоришь о том, что ты пришел к другу, он тебе показал КС, и тебе она понравилась. Был ли на тот момент у тебя дома ПК, и получалось ли у тебя дома играть? Не, после того, как я у него запустил CS, я больше, ну там очень долго не играл. У меня не было. Где? Мгм. И сколько тебе было лет, когда у тебя появился свой личный ПК, либо один в семье? Ну это относительно недавно, где-то год-два назад. Год-два назад? Ну да. То есть, по сути, ты снова стал играть в CSGO только год или два назад? Но я играл так, там, у друга еще где-то, но личный компьютер у меня появился где-то год-два назад. Мгм. Есть ли у тебя брат или сестра? Да, брат есть, Старший, младший? старший. Он не играл в КС Не, тот же, либо... никогда не интересовался. А уже сейчас интересуется? Может быть, следит за турнирами, за тем, как ты играешь? Ну, следит за моими матчами. Академ-лигу прошлого смотрел все матчи, поддерживал меня. Он уже немного разбирается, что к чему? Да, разбирается. Дает тебе какие-то советы, там, не знаю, аналитику после игры? Не дает пока что. И сколько обычно времени ты проводил у друга за ПК? Ну, пару часов там в день. Как родители относились к такому твоему увлечению? Не были против? Но поначалу относительно нейтрально, но потом уже, когда я попал в Нави, они начали меня полностью поддерживать. Ну, это радует. Они знают, что это за организация, что такое киберспорт в целом? Да, они все интересуются этим. Наверняка и следят за твоими успехами тоже. Да, тоже смотрели Академ-лигу. Хорошо, ты вот сказал о том, что пока не было, ты ходил к другу, у него и играл. Интересно узнать, сколько тебе было лет, когда ты апнул того же Глобала, десятку на Фейсит. Ну, десятку где-то полтора года назад или год, я не помню точно. Мгм. Вот, а ММ я, ну, редко играл. Мгм. И сколько тебе понадобилось времени, чтобы апнуть десятку? Относительно недолго, где-то за год также. Ну, Помнишь ли ты свои первые ники в CSGO? не, первое не помню вообще. Хорошо, как ты тогда придумал себе такой ник Unbroken? Но есть такой фильм, также называется, как и мой ник. Я просто посмотрел этот фильм и решил себе никнейм скопировать. Мгм. Играл ли ты в какие-то другие игры другого жанра, помимо CSGO? Может быть, PUBG, Fortnite, Apex, Dota? Да, Fortnite раньше очень давно играл. Вот. Но мне он не понравился. Когда ты только начинал играть в CSGO, ты уже знал, что существует компетитив, соревновательная сцена, турнирные операторы, организации? Знал, но никогда не следил. То есть знал, что существует компетитив, но не следил за этим. То есть тогда у тебя было просто желание катнуть с друзьями по фану, и ты не планировал становиться киберспортсменом? Но поначалу, да. Мгм. А был ли у тебя какой-то такой момент переломный, когда ты прямо осознал, что вот я хочу стать киберспортсменом? Ну да, когда мне купили компьютер, Мгм. я очень много играл каждый день. А тебе родители купили компьютер для учебы, либо же ты с ними смог договориться, что вот купите Но я компьютер, я с ними смогу тренироваться? договорился, да. То есть компьютер изначально покупался специально для того, чтобы ты мог больше тренироваться и уделять времени КСу. Да, да. Мне просто интересно, как происходил этот разговор. Ты пришел к родителям, у меня есть план, я буду его придерживаться, но мне нужна ваша помощь. Ну да, но я просто как бы им все объяснил, но просто сказал, что хочу компьютер, играть в компьютерные игры. Они согласились и купили мне. Ну, здорово, что родители тебя поддерживают. Наверняка они уже сейчас понимают, что это было хорошее вложение, хорошая инвестиция, и сейчас это не просто увлечение, а по сути твоя работа, если так можно сказать. Да, такие есть. Хорошо, как ты узнал вообще об организации НАТО Свинцеры? Да просто следил, смотрел иногда какие-то матчи и очень часто попадались Нави, так и узнал.
Про Симфа все говорили, мне было интересно, в какой он команде играет, и так я узнал. То есть изначально ты узнал о Симпле, а потом уже узнал, что он находится в организации НАТО Свинсера. Ну да, можно и так сказать. Помнишь ли ты момент, когда Нави тебе прислали инвайт в нашу организацию? Кто с тобой связывался? Какие у тебя вообще были эмоции первые? Да, вот как раз это было в начале октября, закончился тест в Navius, и со мной связался Миран, сказал, что я им подхожу, и меня берут. Кому первому об этом сказал? Э, Маме рассказал. Как она отреагировала? Но она очень сильно обрадовалась, потому что она знала, что я очень сильно хочу играть за эту организацию, что я к этому шел продолжительное время, поэтому она очень сильно обрадовалась. Был ли ты ранее знаком с кем-то из наших игроков из команды Нави Junior, Нави Юс, может быть, из основного состава? Но с Адамом Розиком до этого очень много общался, и с Родионом играли иногда. А как ты с ними познакомился? Вот с Фрозиком и с Фиром? С Розиком просто попался в игре на Фейсите, мы добавили друг друга, вот, а с Родионом меня Фрозик позвал поиграть с ними, и так с Родионом познакомился. А помнишь ваше первое общение с командой Нави Юс? Может быть, в TeamSpeak, либо в Дискорде? Да, мы особо не общались, мы просто, ходили на тренировки вместе, на разборы, а отдельно мы не общались много. Ну, может быть, ты помнишь какое-то первое впечатление о тиммейтах в тот момент? Но на тот момент все показались приятными, позитивными парнями. Вот. Вы наверняка больше работали с Крашем. Да, Как тебе Краш как тренер? очень приятный, очень много чего рассказывал нового. Мне очень нравилось. Какие у тебя были эмоции, когда ты узнал, что грядет повышение, и ты станешь игроком Нави Junior? Но я очень сильно обрадовался, можно сказать, я был счастлив, потому что это была моя цель. Вот, я очень сильно хотел играть за эту команду. И спустя буквально несколько недель у вас выпадает уникальная возможность проявить себя, и сразу же Академлига новым составом. И, очевидно, было же какое-то переживание перед этим турниром. Показать себя, не подвести. Тем более вы понимали, что к вам будет такое пристальное внимание. Ну да, были переживания перед первыми играми, но потом все было нормально. А как ты обычно справляешься с волнением перед играми? Либо ты уже привык? Ну просто привык, то есть, просто делаю то, что имею, и всё. Как до войны выглядел твой обычный день? Вот чем он начинался, как обычно он заканчивался? Да ничего особенного, просто играл много. А вот чем ты обычно занимаешься в выходные? Погулять с друзьями, сходить в кинотеатр? Ну, мы говорим про момент, про время до войны. Да просто иногда выходил гулять, а так-то стараюсь уделять больше времени игре. Давай тогда с тобой обсудим твои тренировки, в частности, твои индивидуальные тренировки. Как они проходят? С чего ты начинаешь обычно? И сколько времени ты обычно на это уделяешь в день? Это просто разыгрываюсь и иду играть в Faceit с друзьями. Разыгрываешься ты на Aimbots, либо заходишь на ТДМ. Но предпочитаю ДМ больше. Как много времени ты проводишь на ДМ? Ну, чтобы зрители понимали примерно, как выглядит твоя тренировка. Где-то минут 30-40, но это не как тренировка, просто разыграться, почувствовать мышку. Мгм. А вот Банни Хоп тот же. Мне не интересно, я не люблю такое. А бывает ли у тебя такое, что вот многие игроки жалуются на холодные руки? Вот они как-то их разминают перед игрой, или тебе достаточно просто покатать ДМ 30-40 минут, и ты уже чувствуешь свою Но руку? мне кажется, холодные руки это от волнения. То есть, у меня такое редко бывает, но иногда бывает. Но оно уже проходит ближе там к середине игры. А есть ли кто-то из киберспортсменов, кто для тебя является примером? Но мне очень сильно нравится Робс, ну и Simple. Какие у тебя еще есть увлечения помимо киберспорта? Либо были ранее? На данный момент нету только киберспорт. Вот, а раньше просто спортом занимался. Каким спортом? Просто физическая нагрузка. Это были какие-то пробежки, легкая атлетика, тренажерный зал? Ну да, типа того. Мгм. А сейчас у тебя на это просто нет времени. Ну да, и желание тоже. Как уже сейчас выглядит твой день в современных реалиях? Я просто играю все время. Тренировки у нас с часу там до вечера.
Хорошо. Что ты обычно смотришь на YouTube? Какие фильмы предпочитаешь? Да, в последнее время YouTube почти не смотрю, но фильмы, какие-то там боевики люблю. Но в последнее время тоже фильмы не смотрю. Может быть, топ-3 твоих любимых фильмов, которых ты советуешь посмотреть всем и каждому? Ну, могу сериал сказать. Сериал, давай сериал. «Бумажный дом» мне очень сильно понравился. Бумажный дом. Поддерживаю. А что по поводу аниме? Аниме не интересуюсь. Ты не смотришь аниме? Не, Ты играешь в команде Na'Vi Junior и не смотришь аниме? Серьезно? мне вообще не нравится. Мне казалось, что все в команде смотрят аниме. Но я не смотрю. А что по поводу ТикТока, Инстаграма, стримов на Твиче? Как у тебя дела обстоят с этим? Но иногда залипаю в ТикТоке. А свой ТикТок? Свой ТикТок не веду. Имея Фира в команде, ты не ведешь ТикТок? Пока что нет. А это пока ты не попал на буткемп, мне кажется. Возможно. Да, будет все по-другому. Что по поводу стриминга, прямых трансляций? Как часто ты стримишь и планируешь стримить в дальнейшем? Но раньше стримил, сейчас в последнее время не стримлю. А с чем это связано? Нет времени или нет желания? Просто нежелание пока что. Хорошо, тогда в конце уже по традиции ты можешь сказать пару слов фанатам, болельщикам и всем тем, кто сейчас смотрит это интервью. Хотел сказать, что надо себя беречь, не забывайте поддерживать своих родных и близких. В такое время это особенно важно. Да, и, конечно же, хотелось бы добавить, что мы, как украинская киберспортивная организация, продолжаем помогать нашей стране и жителям Украины в такое тяжелое время. Поэтому мы запустили благотворительный мерч совместно с организацией BHG, который уже доступен для заказа, и вся выручка с продажи которого пойдет на помощь жертвам войны в Украине. Также в описании под этим роликом вы найдете полезные ссылочки, по которым вы сможете также помогать и примкнуть к нашему общему делу. Всем спасибо за просмотр. Все буде Україна. Па-па. Всем пока.